Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги и трейдеры. 24 марта, пятница. Рад приветствовать всех на обзоре рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, ссылки есть в описании. Помимо открытого телеграм-канала у меня есть закрытый премиальный чат, где я веду активную каждодневную работу. Выпускаю закрытые обзоры каждый день. Вчерашняя, например, рекомендация по монете Matic дала порядка 2% на текущий момент времени. Собственно говоря, аналитики много-много контента, кого интересует, welcome. Ссылочка в описании, пишите мне в личные сообщения. Приглашаем в наш чат, будем активно работать. Кстати, вот попалась мне на глаза интересный мой анализ по монете эфир, который я делал еще актуально в октябре месяце, да, где мы находимся в текущий момент времени. Достаточно интересно посмотреть. Формировался паттерн бабочки. В данный момент времени мы находимся где-то у этих вот границ. Актуальная граница на текущий момент сопротивления у нас находится в районе $2000. Ну а основные зоны магнита у нас лежат на отметках 2700, 2500, 2340. Посмотрим, как это будет реализовано. Собственно говоря, такие долгосрочные прогнозы я часто составляю и смотрю, как проходит план по их реализации. Но предлагаю посмотреть текущее актуальное состояние тренда и какие точки входа мы можем с вами поискать. Ведь наша основная задача трейдера — это искать точки входа именно в начале тренда для того, чтобы получить максимальную прибыль и минимизировать возможный убыток. Значит, по традиции смотрим экономический календарь. Это календарь следующей недели. Самая актуальная новость у нас на следующей неделе, четверг, 20 марта, 30, простите. ВВП США. Безусловно, это все будет влиять на рынок, на состояние риторики Федеральной резервной системы. На этой неделе мы получили новую ключевую ставку. Собственно говоря, это имело отражение по всем рынкам. Вчерашняя американская торговая сессия закрылась разнонаправленно. Какие-то акции закрылись в плюс, какие-то в минус. В целом результат отрицательный. Рынок находится в полном непонимании. А когда рынок находится в непонимании, то у нас происходит на рынке лихорадка. Я бы так ее отметил. Пауэлл своими словами на этой неделе наговорил столько всего неопределенного. Федеральная резервная система в этом смысле не проявила себя в качестве какого-то там гаранта стабильности. То есть может быть так, а может быть так, а может этак, а может то, а может все. И никто ничего толком не может сказать, чего ожидать на предстоящих, вообще в принципе, каких решений можно ожидать от Федеральной резервной системы, и как они собираются спасать свою экономику и в дальнейшем направлять рынки в каком направлении. Собственно говоря, что есть, то есть. Ставка 5. Следующее непонятно. Больше, меньше. Понятно, что основное будет складываться исходя из тех экономических показателей, которые у нас будут выпускаться в момент выхода статистики. Мы видим, что технический индекс доллара находится в нисходящем тренде. Собственно говоря, основной импульс у нас зародился еще в прошлом году. Прошла пятиволновая структура в нисходящем направлении. Все, что мы потом получили, это развитие коррекции. Сейчас стоим у развязки. Область поддержки — это 101 пункт, сопротивление актуальное 102,7. Пробиваем нисходящую наклонную линию сопротивления, есть шансы начать формировать структуру двойного дна и продолжение восходящего направления. Мы видим, что по RSI на 8 часах индекс относительной силы показывает нам состояние перепроданности. Технически мы зажимаемся в определенном клине, это видно прекрасно, пробив который есть все шансы пойти в восходящем направлении. Собственно говоря, это будет давить на рынки. Будет как складываться реально картина, мы с вами увидим, я думаю, уже на предстоящей неделе. Сегодня пятница, многие трейдеры будут стараться закрывать свои торговые сделки в конец недели. Никто их уже не планирует, потому что волатильность, как правило, снижается на американских площадках. Ну, собственно говоря, смотрим, наблюдаем за этим показателем. В данный момент времени фьючерсы слегка минусуют 0,08%. В целом индекс S&P 500 идет в рамках
формирование треугольника. Наклонная линия сопротивления у нас держит, мы пока не можем ее пробить, а пока мы ее не пробиваем, ну, собственно говоря, зажимается пружина, может нарисоваться некая структура второго дна. В целом у нас была поставлена первая восходящая движущая импульсная волна, к ней возникла у нас коррекция. Дальше ожидаю рост по данному индексу. Ну, собственно говоря, будем смотреть. То есть актуальная поддержка у нас находится на отметке, сейчас обозначим, $3800. Сопротивление, естественно, у нас идет 4180-4200. Как будем проходить, как будет формироваться структура тренда, мы будем смотреть в моменте. Перейдем на рынок криптовалют. Индекс страха и жадности. 61% на рынке царит жадность. А это говорит о том, что фома людей не оставляет. И это в этом смысле, конечно, вопрос времени, когда это состояние жадности будет погашено. Мы понимаем, что рынок живет импульсом, коррекцией импульсом. Но то, что происходит в данный момент времени, четко видно, то, что биткоин пока находится на хаях. И мы сейчас посмотрим актуальную структуру тренда биткоина для того, чтобы понимать, что же с ним делать и где искать какие-то возможные точки входа по рынку. Перейдем сначала на состояние, посмотрим USDT доминации. А доминация USDT пока находится в узком диапазоне. Мы видим, насколько рынок сильно реагирует на движение этого показателя. Понятно, что когда доминация USDT растет, рынок начинает снижаться. Собственно говоря, в данный момент времени у нас есть две зоны. Мы находимся в составе узкого коридора. Поддержка это 6,6%. Сопротивление порядка 7%. Естественно, можно сделать простой вывод, что пробив сопротивление, мы отправимся к верхнему блоку на уровне 7,2%. Ну или если мы пробьем нижнюю зону, мы продолжим нисходящее движение. Собственно говоря, то, чего я ожидаю в ближайшей перспективе. Я не говорю, что это может случиться сегодня-завтра, но в целом хотелось бы увидеть снижение доминации и переток ликвидности в рынок криптовалют. Что у нас происходит с доминацией битка? Биток пока не сдается. Да, мы прошли несколько заходных нисходящих импульсов. И происходит сейчас в данный момент времени коррекция. Значит, если мы померяем весь этот нисходящий импульс, мы с вами видим, что мы находимся у уровня золотого сечения 61%, который, в принципе, доминацию может развернуть в нисходящем направлении. Ну, собственно говоря, вот этот весь блок 46,9%-47,8% пока держит состояние доминации в узком диапазоне. Хотелось бы увидеть также снижение доминации из-за рождения определенного альтсезона, но пока в данный момент времени, опять-таки, пока мы находимся в этом узком диапазоне, можно говорить о том, что пробив поддержку, мы действительно создадим импульсы на некоторых, ну, практически, да, на всем рынке альты. Если доминация будет пробивать текущее сопротивление 47,7-47,8% и закрепляться, выходить вверх, то, конечно, я думаю, что это вызовет дополнительный отток ликвидности из альты. Собственно, смотрим. Сегодня пятница, опять-таки конец рабочей недели, закрытие Чикагской товарной биржи. Ну, я думаю, что будет определенный боковик. Мы видим, что... Давайте посмотрим состояние актуальное, что у нас с гэпами. Ну, верхний гэп, вернее, текущий гэп, который у нас был близко 28900, можно считать перекрытым. Следующий гэп это 35 тысяч. Внизу у нас большая дырка в районе 21 тысячи долларов. Какое выберут движение представители крупного капитала, пока непонятно. Но мы понимаем, что скоро конец месяца, закрытие месячных фьючерсов. Очевидно, что они открывались в лонговом направлении. Соответственно, их задача максимально поддержать цену выше для того, чтобы продать свои активы по более выгодным ценам. Посмотрим теперь на сам график битка. Ну, есть определенная у нас дивергенция, это все видят. По RSI на дневке
График идет в восходящем направлении. Дневная RSI хотела бы пойти на разгрузку, но это наше хотение и желание. Пока в данный момент на графике, что мы можем с вами увидеть? Ну, во-первых, обозначены зоны гэпов. Я нанес вот эти бирюзовые. То есть у нас есть два незакрытых гэпа в этих зонах. Плюс здесь есть зона большая дисбаланса, которая, ну, может быть перекрыта. Я не утверждаю, что мы сюда должны прийти. Мы можем туда прийти, но, скажем так, это не обязательно. В целом, значит, структура нашего бриллианта пока не актуальна. Мы видим расходящийся, расширяющийся, да, треугольник обратный. Значит, прошла пятиволновая структура в рамках начала зарождения тренда. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Далее у нас была коррекция. Коррекция у нас прошла четко. 61 уровень по FIBA. Это уровень золотого сечения и тот уровень, который часто разворачивает тренды. Собственно говоря, мы увидели и зарождение второго импульса в виде новой пятиволновой структуры. В целом, если смотреть по тренду, первая волна, коррекционная вторая, сейчас третья волна, которая, сейчас мы посмотрим, куда нас может привести. Есть такой инструмент, который называется расширение Фибоначчи, основанное на тренде. Мы замеряем весь этот участок. И понимаем, что уровень, который является нормальным для формирования третьей волны, это 1.618 по FIBA. Уровень 35 тысяч. С учетом того, какая сейчас происходит консолидация на уровне 29 тысяч, я понимаю, что если мы пробиваем основное сопротивление на 29 тысяч, то у нас открывается дорога в зону 35 тысяч. И мы с вами помним, что это зона закрытия очередного верхнего гэпа. С учетом того, что много кто на рынке ожидает снижения, ожидает коррекции, коррекцию могут и не дать. Мы видим, насколько у нас происходят сильные импульсы. Сейчас мы перейдем на 4-часовой таймфрейм. Беру я уровни FIBA, чтобы нас не смущали. Вот наша актуальная поддержка. 26600, сопротивление 28800. Вот это падение, которое было на речи Пауэлла, фактически перекрывается этой свечой, но нам нужен уверенный закреп. Я понимаю, что для продолжения аптренда нам надо выходить за уровень 29 тысяч, закрепляться на дневке, и тогда у нас полноценно открывается дорога в продолжение восходящего направления. В данном случае у нас возникнет новый импульс, и это сопротивление, которое нас держит, будет нашей поддержкой. По крайней мере, здесь будет самая комфортная зона для выставления стопов. Ну и дальше уже можно получать будет удовольствие от продолжения восходящего движения. В данный момент времени мы зажаты между двух огней. Понятно, что шорты с учетом такого сентимента и такой структуры тренда, они являются неактуальным. То есть у нас происходит сейчас чистая консолидация под уровнем. И вы должны понимать, что чем больше цена здесь будет стоять, накапливаться, тем больше шансов выйти в восходящем направлении. Вчера мы получили определенную коррекцию. Сейчас мы посмотрим на мелком таймфрейме, на часовике, как это было. Все шортовые сценарии выносятся. Рынок идет за ликвидностью. Сейчас мы замерим два, во-первых, импульса наших. Значит, нисходящий импульс изначально скорректировался на 50% по FIBA, легкая структура двойного дна, ну и, собственно говоря, вынос в восходящем направлении. Дальше мы можем с вами замерить ближайший импульс, который мы получили вчера, и мы с вами видим, что он пришел, скорректировался на 61 уровень по FIBA. Таким образом, собственно говоря, произошла минимальная коррекция к этому восходящему импульсу. Сейчас цена достаточно интересно консолидируется в районе 29 тысяч. Если, еще раз повторюсь, если мы увидим с вами накопление в этой зоне и проторговку какую-то определенную, то я ожидаю следующий поход в зону 27. Заодно будет снята ликвидность в этом месте, ну и поставлю новый максимум. Поэтому смотрим, наблюдаем. В рамках дня уже надо ждать. То есть я считаю, что лонговые сетапы будут актуальны только при пробое 29 тысяч.
Шортовые сетапы будут актуальны только при смене тренда в нисходящем направлении. Пока мы видим, что тренд достаточно сильный, у нас есть определенный уровень и наклонные даже поддержки посмотреть. То есть пока мы его не пробиваем, условно говоря, вот в таком движении, ну, говорить о каком-то снижении и искать шорты, это не актуально. Я думаю, по биткоину картина понятна. Давайте посмотрим, что у нас происходит с графиком эфира. Идентичную структуру рисует эфир. В целом, первая волна заходная, вторая коррекционная. Сейчас уберу. Первая, вторая, импульс, коррекция, импульс. Что нас ждет по эфиру? Смотрим. Зарождение импульса в этой волне вызвало коррекцию до 60%, которая является достаточной для коррекции. Это можно считать постановкой второй волны. Дальше мы имеем пятиволновую структуру в рамках этой движущей волны, в которой можно ожидать коррекцию, ну как минимум, если она будет, эта коррекция. 38, 50, FIBA, ну хотелось бы пониже, ну дадут, не дадут, не знаю. Естественно, все зависит от графика биткоина. То же самое актуальное состояние. Если мы перейдем на короткий таймфрейм, мы видим, что эфир очень активно поджимается к уровню 1850. Поэтому, если опять-таки у нас произойдет определенная консолидация в этом направлении, выход, закрепление, выход, соответственно, зона стопов для лонгов находится здесь и продолжение получения удовольствия от восходящего движения. Давайте натянем опять-таки аналогичную структуру по FIBA и поймем, куда нас магнитит эфир. Ну, вы помните, что по основному уровню сопротивления, если мы перейдем на дневной таймфрейм, пройдемся по уровням, то это уровень $2000, если смотреть по горизонтальным уровням сопротивления. Его надо пробивать, закрепляться. Ну, следующие отметки, собственно говоря, идут по хаям и по лоям. В целом, сейчас мы натянем уровни FIBA и поймем, куда нас может магнитить и куда нас может завести цена. Значит, смотрим, первая волна. Не то взял. Уровень 1.618 находится практически на отметке $2500. Туда может примагнитить эфир при пробое закреплений над $1850. Собственно говоря, в рамках дня опять-таки ждем пробой закрепления. Ну, шортового сценария вообще пока не вижу по эфиру, нет смысла. Мы перебили хай, держимся, идет консолидация, поэтому выдумывать себе сделки на понижение совершенно не стоит. Значит, несмотря на то, что мы достаточно сильно выросли, это не дает основания сейчас заниматься шортами. Предлагаю посмотреть какие-то другие монеты, ну, например, DOT. Что у нас по доту? Так, перейдем на старший таймфрейм. Ну, DOT, красивая бабочка, все сломали, значит, нисходящую тренду. Первая волна, вторая. Вторая волна у нас корректировалась. Сейчас посмотрим на какой процент. Середина 61-78 уровня. Достаточная, да, для коррекции. Сейчас возникла смена опять нисходящего тренда на восходящий. Пробив вот эту линию сопротивления, мы вышли новой импульсной движущей волной. Условно говоря, первая, вторая. Вот где-то формируется третья. Понятно, что пойдет... Для того, чтобы альткоины начали уверенный рост, нам надо с вами увидеть снижение доминации биткоина, переток ликвидности из USDT в рынок, ну и продолжение восходящего движения по альткоинам, которые в данный момент времени пока находятся в такой пружине, да, сужающейся пружине. То есть в данный момент времени мы можем с вами нарисовать формирование нисходящего трендовой линии, которая пока держит. И опять-таки надо понимать, что лонги можно будет искать в пробой, ретест и продолжение восходящего движения. Собственно говоря, смотрим, наблюдаем за дотом. Потенциал, я говорил, порядка $10. Ну, по крайней мере, даже если смотреть по горизонтальным уровням. Вот наши зоны, которые ближайшие для работы. То есть пробив уровень хая 7.85, мы можем увидеть дальнейшее движение в районе $10.
Если кто-то ищет также, ну, позиции, может быть, более аккуратно, то вы можете отфиксировать себе горизонтальные уровни сопротивления, и цена будет ходить между ними, как по этажам. Раскидывайте всегда уровни поддержки и сопротивления для того, чтобы понимать актуальное состояние и структуру тренда, где находится в данный момент времени цена и почему она тут находится. У вас все становится явно очевидно, где на каком этапе мы проходим. Пробиваем наклонку, следующий уровень сопротивления 7.08. Пробиваем ее, идем на 7.85. Пробивая ее, идем на 9.57. Но для этого все должен соответствующий быть положительный сентимент на рынке. Переток, еще раз повторюсь, доминации биткоина, снижение доминации биткоина и снижение доминации USDT. По DIDEX сейчас посмотрим, что у нас происходит. Ну, DIDEX, в принципе, аналогичная структура. Актуальная поддержка у нас на сегодняшний день это в район $2. Зажимается цена в неком нисходящем клине в рамках дневного таймфрейма, выйдя из которого в восходящем направлении мы получим импульс наверх. Следующий уровень сопротивления, и это же наклонная трендовая, которая уже, по сути дела, пробив которую, DIDEX может пойти дальше в восходящем направлении. Опять-таки посмотрим по дневке, куда мы с вами получили коррекцию. Замерив весь импульс, 61 уровень, достаточный для коррекционного движения, собственно говоря. Ну, повторюсь еще раз, пробивая вот это все, вот это сопротивление, мы дальше можем пойти в восходящем направлении. DIDEX ожидаю в районе $4-5. Ну, будем смотреть, как это будет реализовано. Уровень 1.618 находится на отметке почти $6. Ну, смотрим, наблюдаем, понятно. Пробиваем одно сопротивление, идем ко второму, пробиваем второе, идем выше. Неплохую реализацию мы получили по АДе в закрытом премиум чате. Профит составил порядка 20% от рекомендуемой точки входа. То есть у нас была нисходящая трендовая. Мы ее пробили, собственно говоря, здесь была рекомендация покупать на уровне 32 центов. Ну, собственно говоря, ту реализацию, которую мы получили в моменте, это порядка 20%. Кто хотел, тот мог забрать в спокойном режиме, абсолютно не напрягая. Лайткоин, давайте посмотрим, что у нас на текущий момент. Неплохо он движется. Лид, кстати, давно веду эту разметку, прямо идет как по моей вот разрисовочке, импульс, коррекция. Дальше можно ожидать продолжения восходящего движения после формирования структуры двойного дна. Ну, смотрим, наблюдаем. Кому интересно, может взять себе на заметку. Линк торгуем тоже в рамках закрытого канала. Находимся сейчас у двух огней. В целом была реализована структура клина. Рекомендации мои были на уровне, опять-таки, где-то $7. Ну, фактически прошли хороший путь. Соответственно, сейчас уперлись в сопротивление не зря. Если будет происходить консолидация на уровне и поджим к верхней границе, то дальше можно ожидать пробой и продолжение восходящего движения. Опять-таки, с учетом того, что структура тренда по биткоину говорит нам о том, что пока никаких шортов по рынку можно не рассматривать, то я переключаюсь на стратегию работы по импульсам восходящим и возникновению коррекционных движений к ним. Собственно говоря, самая безопасная стратегия, которая позволит вам в текущий момент времени сохранить ваши капиталы. И вам того же советую. То есть по линку уровень сопротивления 7.6, пробиваем его. Дальше можно мечтать о продолжении восходящего движения. Кто ищет покупки, тот может, естественно, сейчас мы уберем, это были вчерашние рекомендации. Натягивая сетку FIBA на весь этот импульс в рамках дня, мы понимаем, что интересные зоны для покупок ложатся на 61 уровень FIBA и 78. Если инструмент будет здесь консолидироваться, еще раз повторюсь, поджиматься к верхней границе, то у нас есть все шансы пойти в восходящем направлении. Так, смотрим теперь Litecoin и на этом заканчиваем обзор.
Лайткоины веду давно. Мои последние рекомендации даже в рамках открытого канала были покупки в районе 70-60 долларов, о чем был пост. Ну, собственно говоря, получили реализацию. Кто прислушался к совету, получил удовольствие в 37%. Значит, что на текущий момент времени? Конечно, мы пришли к сопротивлению. Искать покупки в настоящем месте, ну, я бы так сказал. Если мы его пробиваем, мы продолжаем рост до 105 долларов. Но для этого надо пробить. У нас было формирование треугольника. Мы получили выход вверх. Наверное, если мы померяем высоту треугольника, то где-то на эту структуру приблизительно мы могли отрасти. Ну, есть еще запал. Ну, может быть закол какой-то. Но опять-таки, кто ищет покупки, я бы их искал уже только от коррекции в рамках более мелких таймфреймов, замеряя структуру восходящего движения сеткой FIBA. Последний импульс. Зона 85 долларов еще будет являться интересной для покупок, для донабора позиций. В данный момент времени мы очень сильно выросли, и покупать нужно только от коррекции. Коррекции надо ждать, иметь терпение. В целом, в рамках дня, недели разметка моя актуальна. То есть мы можем подойти. Сейчас уберу лишние уровни. Мы можем подойти еще к уровню 105-110 долларов. Но дальше я ожидаю все равно развития коррекции. То есть у нас, если вы обратите внимание, может вырисоваться структура двойной вершины. Раз, два. Ну и дальше через какое-то накопление, выход вверх. В целом по этому инструменту в этом году у нас же халвинг. Поэтому он достаточно сильно движется. Но если мы с вами посмотрим глобальные цели по сетке FIBA, зона 1.618 является более чем интересной для фиксации долгосрочных позиций. Поэтому смотрим, наблюдаем и за эволюцией тренда и ищем точки входа в тех местах, которые принесут вам максимальную прибыль и, возможно, минимальный убыток. Все, друзья, я думаю, что обзор получился полноценным у нас. Если кому-то что-то интересно, еще пишите в рамках канала, будем рассматривать какие-то монеты. Кому интересно, приглашаем в наш премиальный чат, где проходит большая работа. Так, желаю всем хорошего дня, всем хороших выходных и позитива в жизни. Всем пока.